Берегись! Ты сейчас же их отпустишь. Он под защитой. Я заберу их, верно? Заберу всех. Сегодня мы будем говорить не о фильме «Джиперс Криперс» и не о фильме «Оно», а сегодня мы поговорим о фильме «Кожаное лицо» 2017 года, который вышел не так давно. Многие уже этот фильм посмотрели, и многие меня спрашивают в комментариях, смотрела ли я этот фильм и какое у меня мнение на этот счет. Фильм я, конечно, посмотрела фильм с удовольствием. Что можно сказать? Фильм сделан, конечно, прекрасно, прекрасные актеры, и Лили Тейлор, Ты сейчас же их отпустишь. другие актеры. Но, несмотря на то, что прекрасно показаны 50-е годы, и прекрасная цветовая гамма, и все сделано просто замечательно, все равно смотришь, все равно фильм не дотягивает до фильма 1974 года. Первый самый фильм. Мной очень любимый фильм. Фильм 2017 года «Кожаное лицо» рассказывает нам о детстве Кожаного лица, если кто не смотрел, откуда он взялся, о его детстве, о его семье. А теперь загадай желание. Неплохо сделано, опять же повторюсь, и качество, и съемка чувствуется, что Голливуд приложил, как говорится, свою тяжелую руку к этому фильму, но по ощущениям, по энергетике от фильма, фильм не передает те ощущения, которые были, по крайней мере, которые у меня вызвал фильм 1974 года «Кожаное лицо». И идейным вдохновителем, режиссером и сценаристом этого фильма был режиссер Тоб Хупер. Вот. И это был самый первый фильм 1974 года. Кстати, к фильму «Кожаное лицо» 2017 года, этого года, также к сценарию приложил свою руку Тоб Хупер. Вот почему я решила поговорить об этом фильме, потому что странное стечение обстоятельств. Очень интересно, что премьера фильма мировая «Кожаное лицо» 2017 года прошла 25 августа, а Тоб Хупер умер 26 августа после премьеры этого фильма. Для меня это знаково чем? Потому что мне кажется, что вот именно заканчивается эпоха каких-то режиссеров в жанре хоррор. Не так давно умер, как я рассказывала, режиссер Ромеро, создатель «Зомби» и создатель фильма легендарного «Ночь живых мертвецов». У меня такой вопрос: почему столько вышло техасских резней за все эти годы, начиная с 1974 года по 2017 год? Почему ни одному фильму не удалось повторить успеха фильма 1974 года? Я посмотрела, вот только что закончила смотреть фильм, называется «The Shocking Truth», то есть «Шокирующая правда». Это документальный фильм продолжительностью 1 час 10 минут, фильм на английском языке, на русском я его не нашла. Фильм рассказывает полностью о создании фильма «Кожаное лицо», как актеры снимались в этом фильме 1974 года. Показаны все актеры, какие они испытывали затруднения при съемках фильма, какая была жара и как тяжело было актерам играть. И вот последняя сцена в доме, как раз, если вы помните, в фильме «Техасская резня бензопилой» 1974 года, когда девушку связывают в этом доме, и там появляется еще этот дедушка, отец семейства, выглядит который как мумия. И когда вообще вспоминаешь этот фильм 1974 года, у меня вот в голове встает вот именно почему-то последние непосредственно сцены, когда Кожаное лицо бегает за всеми с бензопилой, и вот этот звук бензопилы, и кроме того, вот существенная часть в фильме — это вот крики вот этой девушки. И, кстати, когда смотришь вот этот фильм «The Shocking Truth», документальный, вот создатели фильма как раз все и рассказывают подробности фильма. Очень интересно, кстати, как они снимали.
Они рассказывают, что последняя часть фильма, вот именно то, что происходило в доме, съемки заняли 27 часов, я так поняла, без остановки. Актеры были уставшие, актеры были вымотаны. Топ Хупер выжил из них все соки. И главная актриса, она рассказывала, что когда они закончили съемки фильма, она уже вернулась домой, она мечтала помыться, смыть с себя вот эту гадость, всякий там грим, вот эту кровь и так далее. И позвонил ей Топ Хупер и сказал, что нужно переснять последнюю сцену. И она говорит, что мне так не хотелось возвращаться. И вот когда она говорит, вот эти съемки, когда ее подбирает грузовик, и она едет в этом грузовике, это самая последняя часть фильма, когда девушка спасается. Она говорит, у меня вот этот ужас и вот эти вопли нервные были на самом деле. В чем фильм успеха 1974 года, по моему мнению? Мне кажется, что все-таки последующие части «Кожаного лица», уже сейчас смотря это уже как история, так как Тоба Хупера не стало, у меня такое мнение, что когда режиссер, да пусть даже с небольшим бюджетом, ограниченным бюджетом, снимает фильм, таких фильмов, кстати, достаточно много, которые были с ограниченным бюджетом, но имели большой успех. Пожалуйста, это и Ромеро, то, что снимал фильм «Ночь живых мертвецов» 1968 года. Фильм был с маленьким бюджетом. Также фильм «Фантазм» Дона Каскарелли, фильм 1979 года. Тоже режиссер снимал деньги чуть ли не на деньги своего отца. И, конечно, Топ Хупер с ограниченным бюджетом снял «Техасскую резню бензопилой», в 1974 году вышел фильм. В чем успех этих всех фильмов? Почему фильм Виктора Сальвы «Джиперс Криперс» стал таким удачным? Почему фильм «Последний Оно», где режиссером выступил Энди Мускетти, почему он стал успешным? Из той информации, которую я прочитала и посмотрела, у меня создалось единственное мнение, почему фильм становится успешным. Вот сейчас мы говорим, предположим, про «Техасскую резню бензопилой». Когда режиссер Топ Хупер снял свой первый фильм «Кожаное лицо. Техасская резня бензопилой», пусть с ограниченным бюджетом, но он делал то и реализовывал в фильме то, что он считал нужным. Также фильм «Оно», если взять 2017 года. Энди Мускетти, режиссер, много раз в своих интервью говорил, что продюсеры фильма разрешили ему делать, как говорится, все что угодно. То есть дали режиссеру делать то, что он считает нужным именно для того, чтобы раскрыть его творческий потенциал. Поэтому я считаю, что фильм «Оно» 2017 года получился удачный только из-за того, потому что Голливуд не стал сжимать, как говорится, горло Энди Мускетти, и поэтому фильм получился удачным. Фильм «Фантазм» Дона Каскарелли получился удачным только из-за того, что он снимал именно то, что он хотел, и он предоставил, как говорится, полет своей мысли, своей фантазии. Топ Хупер снимал также свободно. И именно последующие части стали не такими удачными, именно когда уже Голливуд приложил свою руку, когда начали приглашать известных актеров, когда начали вваливать огромные средства. То есть я не считаю, что для того, чтобы фильм стал успешным, нужно вкладывать какие-то гигантские средства. Куча фильмов в последнее время выходит с колоссальными бюджетами, которые не приносят, как говорится, тех результатов, которые от них ожидают. Мне кажется, в первую очередь нужно предоставить свободу непосредственно режиссеру и тем, кто работает над фильмом. Можно, конечно, корректировать, но, как говорится, не брать за горло. Немногим, конечно, режиссерам, например, таким как Джеймс Ван, удается работать в Голливуде и снимать очень хорошие фильмы. Большинству режиссеров почему именно первые работы становятся в самом начале карьеры самые удачные, именно благодаря тому, что еще
нету вот этой зажатости, именно раскрыт творческий потенциал. И вот такое мое мнение, это даже мнение не только о «Кожаном лице» 2017 года. Мне фильм понравился, но эмоции у меня этот фильм не вызвал. Фильм, даже если вот я пересматривала фильм 1974 года «Техасская резня бензопилой», фильм вызывает эмоцию, даже несмотря, что там нет никаких спецэффектов, там нет каких-то там что-то такого супер-пупера, ничего такого нету. Обычный фильм, обычные актеры, абсолютно. Вот, кстати, в фильме The Shocking Truth по поводу фильма «Техасская резня бензопилой», как раз актеры, которые снимались в первой «Техасской резне», они рассказывают, что они от фильма вообще практически никаких денег не получили. А главный актер, который играл «Кожаное лицо», он вообще получил $47, по-моему. И мне кажется, даже это не только касается фильмов, это касается любого направления, там, где требуется творчество, когда человек зажат какими-то рамками временными, какими-то там договорными, я не знаю какими, пропадает именно тот полет мысли, тот полет фантазии, какой должен быть у человека творческого. Это касается и художников, наверное, и музыкантов, и, наверное, конечно же, и режиссеров, и, мне кажется, даже актеров. Так что вот такое мое мнение по «Кожаному лицу». Я вам рекомендую, конечно же, его посмотреть, но настоятельно рекомендую вам пересмотреть фильм «Техасская резня бензопилой» 1974 года. И я хочу напомнить, что «Кожаное лицо» — это не вымышленный персонаж, на самом деле был такой убийца. Его звали Эд Гейн, и у меня есть отдельное видео, посвященное этому персонажу, реальной истории «Кожаного лица». Ссылку вы на это видео найдете в конце обзора. Вот, и также я оставлю вам, соответственно, ссылку на видео The Shocking Truth, которое рассказывает о том, как снимался фильм «Кожаное лицо» 1974 года. Единственное видео на английском, но, как говорится, если вы найдете на русском, оставляйте в комментариях ссылку на русский перевод этого видео. Вот. Ну, такая на сегодня информация, такое было мое мнение о фильме «Кожаное лицо» 2017 года. Напишите ваши комментарии, как кому понравился фильм, скучный, не скучный, что вы думаете по поводу фильма 1974 года и что вы думаете о режиссере Тоби Хупере. На сегодня у меня все. Пока-пока.